Итак, мы находимся в районе Бангтау. Это самый популярный район острова, как среди туристов, так и среди экспатов. И мы сейчас находимся в офисе застройщика Title. Это застройщик-рекордсмен на нашем острове, обладает несколькими рекордами. Светлана сейчас расскажет. И, в общем-то, мы пришли поговорить сегодня про проект Artrio. Это новый проект, который находится в непосредственной близости инфраструктуры района Бангтау. Но давайте начнем с застройщика. Светлана, расскажи, пожалуйста, про застройщика. Там, я знаю, много всего интересного. Ну да. У нас такая богатая, длинная история. Расскажу все, что знаю. Застройщик называется Rombo Property. Мы тайский застройщик. У нас главный офис находится в Бангкоке. Там у нас есть и штаб-квартира, и проекты тоже в том числе. Мы строим на Пхукете с 2011 года. И нашему самому старому, новому, как первому проекту уже 10, получается, даже 11 лет. Мы изначально стали строить только на Пхукете, но в прошлом году у нас случилось очень важное для нас событие, значимое. Мы слились с одним из самых крупных застройщиков Таиланда, AssetWise. Это такой вот девелопер бангкокский. Это случилось в октябре прошлого года. И с тех пор, если раньше мы, например, анонсировали один проект и строили его 2 года, то с октября прошлого года мы стали масштабироваться. Во-первых, наши проекты инфраструктурно поменялись, они стали лучше, и теперь у нас за год там 2, 3, 4 запуска. Вот. Но, тем не менее, мы публичная компания, на IPO мы вышли в октябре 2017 года, и теперь наши акции, кстати, можно купить, зайти через брокера и расти вместе с нами. Супер, здорово. И я, насколько знаю, после слияния Rombo Property и AssetWise, вот первый ваш совместный проект, это был Heritage. Первый — это Legendary. Title Legendary. Серьезно? Да, который самый-самый первый, где мы за 24 минуты продали 364 квартиры. Это вы продали, молодцы, мы мимо проезжали, вы еще не построили, да, их? Нет, но участок находится прямо за нами, и можно видеть прогресс стройки. Да? Да, вот он здесь, да. То есть всего год назад был старт продаж, и уже сегодня стоят каркасы. Это был наш самый, знаете, такой долгожданный ребенок на Бангтау, потому что до этого мы строили Title только на юго-востоке или на севере у аэропорта. Ну, это все на Пхукете. Долгое время просили нас что-то сделать на Бангтау. Бангтау продавать не надо. Он такой самостоятельный район. И это был наш самый первый Title именно здесь, поэтому такой ажиотаж. Сами агенты купили много квартир, там сам персонал, повторные клиенты, новые клиенты, поэтому такой успех. Да. Супер. Сегодня мы о каком проекте говорим? Что вы нам сегодня презентуете интересного? Я вам хочу рассказать самое такое вкусное, то, что сейчас у нас находится на стадии пресейла, раннее бронирование, котлован, стройка не началась. Это что значит? Это значит самая низкая цена. Да, цена. Плюс ко всему локация одна из топовых. Ну, то есть вообще на остров зачем приезжают? Либо за морем, либо за развлечениями, или одно другому не мешает. Да, микс. Поэтому наш застройщик всегда выбирает локации, которые в пешей доступности либо до моря, как здесь, либо до инфраструктуры, до города, развлечений и так далее. И к этому проекту относится наш новенький The Title Artrio, вот про который мы сегодня, кстати, и поговорим. Да, расскажи, пожалуйста, про локацию, чем она привлекательна, и дальше про сам проект, количество зданий, юнитов, инфраструктура. Давайте. Сам участок находится прям рядышком с такой инфраструктурной дневной и ночной жизнью района Бангтау. Рядом с Порто де Пхукет, Вилла Маркет, и вот недалеко там также есть лагуна. То есть наш участок прямо на той же стороне, что и Порто де Пхукет, даже дорогу переходить не надо. Там множество ресторанов хорошего, современного, высокого уровня. Там и детские клубы есть, и променады, шопинг, ну и так далее. А вечером всякие дискотеки, развлечения, все, что вот ваша душа пожелает. Ну да, я от себя могу добавить, так как живу на Пхукете уже 5 лет. Лучшие рестораны, лучшие кафешки — это именно вот Порто де Пхукет и Боут-авеню, то, что в шаговой доступности от этого комплекса. Даже не шаговой доступности, насколько знаю, есть собственный вход да, мы сейчас на макете, кстати, посмотрим. Там такая калитка, портал Гарри Поттера, через который вы можете пройти и попасть прямо в Порто де Пхукет. В чем интересность еще этого проекта? Он по сравнению с нашими другими комплексами не такой большой, он более камерный, там всего 450 квартир, что для Бангтау это, в принципе, такая хорошая цифра. Плюс ко всему, благодаря вам, нашим партнерам и по обратной связи от клиентов, мы сделали этот проект возможным для проживания с животными.
То есть там будет одно здание С, да, pet friendly. Это сейчас такая современная тенденция. Да, Вот. Я не знаю, у вас есть животные какие-нибудь? Нет. Будут. У нас нету, но мы постоянно сталкиваемся с заявками либо с аренду, найдите нам, где можно с животными заселиться, либо где купить квартиру, потому что мы хотим жить с собакой. И это большой дефицит на острове. Они либо все заняты, потому что их очень мало, ну, либо вообще, в принципе, нету. Нет, да, невозможно. Еще и штрафы есть за проживание с животными в тех комплексах, где этого делать нельзя. Ну, это по закону кондоминиума. Поэтому вот, то есть локация, все пешком, все рядом. Также у нас будут шаттл-басы ходить, которые могут довести вас до моря, если надо. Вот, проживание с животными, камерный такой проект небольшой, но при этом там мы сделали тоже много интересной инфраструктуры. То есть вообще в чем стали наши проекты отличаться после того, как мы слились с большим крупным этим застройщиком? Мы стали делать хорошую инфраструктуру интересную для проживания. Например, отдельное здание под паркинг, а это боль. Это боль на Пхукете. Обычно это парковка просто вокруг комплекса. Здесь же шестиуровневый паркинг, крытая парковка. Все, да, очень удобно. Это раз. А насколько машиномест? Ну, по закону сделали 33%. Как просили, так и сделали. 238. Да. Плюс 2 элевейтора, весь чарджер. Вот, весь чарджер. Кстати. Андрей спрашивал у нас. Тут есть чарджер для моей Теслы. Вот, то есть идем по всем современным тенденциям. С собакой на электромобиле. Да. Что еще там? Какие еще нюансы Плюс, есть? да, по инфраструктуре, чем вы можете здесь пользоваться, мы, кстати, делаем тот застройщик, который делает сауны, хамам на территории. Ну, торговый тренажерный зал, это понятно, есть везде. Потом будут какие-то оздоровительные вещи, типа как wellness-студия, коворкинг, бизнес-лаунж, игровая детская комната для ваших детишек. Затем бассейны, понятно, джакузи, онсен — это горячие минеральные японские бассейны на территории. Вот. И там симуляторы для всякие игровые комнаты. Это все будет вот здесь вот. Там у нас расположено. А где у нас? Где порт до Пхукет, где выход? Так, вот здесь вот калиточка, и мы на модели ее тоже увидим, вот через эту дорожку. Все, вижу. Да. Аксесс клуб порта. А здесь аксесс у Public Road. Да. Здесь, дорожка, там рядышком полицейский участок, что тоже удобно. Храм Кому тоже. это удобно? Ну, для безопасности. Ну, там сразу люди видят и себя хорошо ведут. Насколько я понимаю, что на Пхукете вообще с безопасностью все ровно. Я сейчас спрашивал моего друга, почему он не закрывает ни дом, ни машину, зачем? Да, это правда. Там раньше... Я тоже. Ну, я просто захожу, как в дом попаду. Мы просто разъехались сегодня, как в дом попаду. Он говорит, как? Всё Он открыт. Я говорю, окей. Да. Ну, для меня так, окей. Ну, это, во-первых, там и культура, то есть это буддийская страна, там у них не принято. Если вы слышите какой-то там кейс, что-то кто-то украл, скорее всего, это не таец будет, может быть, приезжий там бирманец. Ну, да. Окей. Поэтому крайне низкая инфляция, 1,5%, крайне низкий уровень криминализма здесь. Стабильный банк. Вот. Я Да. 20 лет назад переехал первый раз сюда, 21 год назад. В 2003 году я был здесь. И он стоил 30. Сейчас 33. Сейчас 33, для меня 21 год прошел, было... Я тоже Копье в вспоминаю. копье. Или, например, массаж, как раньше стоил 300 бат, да? Ну, например, вот здесь не соглашусь с вами. Массаж раньше стоил 100 бат, когда я приехал, сейчас стоит 400, 500. Можно Здесь же найти на за Бангтау. 150. Ну, это где-нибудь, да, но не на Бангтау, давайте по-честному. Здесь 500, 600, 700. Да, не на На Бангтау. Бангтау, я говорю, это самый популярный район, и чем больше людей едут, все-таки здесь цены подрастают, и на недвижимость в том числе, 100%. что привлекательно для наших инвесторов. Что Да. для всех хорошо, для местного населения хорошо, Да. бизнес растет, и для Да. нас с вами. Да. Вы инвестируете, покупаете, зарабатываете Да, на да, жилье, да. поэтому все плюсы. Все супер. Ну, а по интересный тоже момент по оплатам. Здесь у нас беспроцентная рассрочка на весь этап стройки. Строим мы, как правило, 2 года по закону, но вы знаете, что сдаемся раньше. Да. Там у вас выбор, вы можете идти по графику, как договорились, либо можете расплатиться раньше, приехать на приемку раньше. При этом там 4 платежа по 25%, стандартно, да, и депозит 100 тысяч бат, который входит в стоимость квартиры. Ладно. Да. И расскажи, пожалуйста, про квартиры, про планировки, про площади. Угу. Что Расскажу. там внутри? В общем, здесь что мы предлагаем? Планировки разного типа. Это от маленьких односпальных. Да? Самих нет. Мгм. На шоурумах посмотрим. Потому что там можешь пойти Да, по планировке да, посмотреть. да. То есть, и здесь А можем про там поговорить? Да, я думаю, что про это Да. говорю, да, что у нас есть. То есть one bedroom, да, маленькие, средние, да. и плюс это который с счетом, то, что Вове нравится очень, да? Да. Вот, two bedroom и дуплексы. Что у нас есть из шоурумов здесь?
У нас есть one bedroom небольшой, который 30 квадратов. Который medium или small? Да, есть маленький, типа студия, потом есть среднего размера. И плюс. Нет, плюса нету, но на Модеве посмотрим. Плюс есть Модева. Мы вчера были там. Да. Сейчас поснимаем его, да? Есть двушка. И двушку посмотрим тоже обязательно. Обязательно посмотрим. То есть тут мы тоже по обратной связи от клиентов и агентов решили не делать очень большое количество разных планировок, а то, что пользуется самым большим спросом. Скажите, пожалуйста, Светлана, а вот если бы я вас попросил подобрать мне лучшую One Bedroom Plus, что бы мне посоветовали на этом мастер-плане? Я рекомендую всегда брать то, что смотрит во внутренний дворик, не на внешнюю сторону, потому что здесь все понятно, красиво и так далее. И это фиолетовые вот эти, правильно я понимаю, да? 3, 4, 5, 6, да, отличного цвета. Окей, и что из этого мы купили бы себе? Где побольше расстояния между зданиями, это здание D, или здание А. И там можем посмотреть. Это либо квартира какая-нибудь средняя на этаже, третий, этаж, четвертый. Золотая середина. Д. Давайте Д. 303-я квартира. Д, 303-я квартира. Кстати, напоминаю, сейчас у нас идут скидки раннего бронирования, поэтому пока самое интересное предложение, стоит рассмотреть варианты. Да, и еще мебельный пакет в подарок, насколько я знаю, сейчас тоже идет. Д, 300. Д-303. Давайте смотрим. Вот 303 я нашел. На 400 списке. Мы не досмотрели. Можно здесь выделять? Конечно. Супер. Итак, у нас цена 153 тысячи бат за метр квадратный. Это у нас $5000, чуть поменьше, да? Да. 8700 она стоит. Это с комплектом мебели и техника и всем остальным? Мебельный пакет у нас не включает технику бытовую, но основные вот эти модули, они будут, потому что кому-то нужен такой телевизор, холодильник своего размера и модели. Мы решили их не включать. А как же пресейл и возможность подарка? Бытовая техника — это то, что очень быстро приходит из магазинов, на свой вкус можно будет сразу при приемке заказать. От этой стоимости в прайсе вычитается, насколько я понимаю, 5% еще? Сначала мы давайте вычтем скидку раннего бронирования, минус 100 тысяч бат. А затем, если идем с вами в рассрочку, то тогда можно рассчитать еще плюсом 5% скидку. Если же рассрочка не интересна и готовы сразу расплатиться за месяц, тогда мы даем не 5%, а 10%. А если не смогу рассчитаться, вдруг что со мной случится, что делать? Могу ли я Володе продать в этом и дороже? Можно переуступить квартиру на любом этапе стройки. Переуступка стоит 100 тысяч бат. Дальше мы переоформляем договор на нового покупателя, и он с нами продолжает идти по графику платежей. И все. Хорошо. Посмотрим? Пойдемте. Блок D — это вот этот, правильно? Да. Вот этот, с видом туда. Потому что большое расстояние между... Давайте окно найдем этой квартиры. Давайте. Вот их две рядышком, D303, D304. Ой, вот она. Вот балкон раз, вот балкон два и две спальни. Одна поменьше, другая побольше, вот на третьем этаже. Ну и что вы думаете про нее? Я думаю, что она, одна из самых удачных One Bedroom Plus планировок, исходя из расположения и цены, то есть такой баланс. А если про солнышко мы поговорим, где оно встает и где оно садится? Западная сторона здесь, пляж. То есть, получается, там восточная сторона — это там солнце вообще будет попадать в эту квартиру? Будет, конечно. Оно в зените вот здесь стоит, и потом уходит сюда, на запад. У меня самая квартира на западную часть. Скажите, у меня там... какая у вас квартира? Не здесь, а в другом нашем проекте, около аэропорта, Хала. И там у меня очень красивый закат из окна. Поэтому... А у меня квартира рядом с вами. А я тебе про это говорил, чтобы тебе... Прям рядом. Я про Халу и говорил. А мы можем пожить? Да. У меня? Можно пожить? Не живу практически. Нет, я прикалываюсь. Я просто хочу получить клиентский опыт, честно скажу. Да, я вот в Хале есть знакомый, кто может дать снять заднюю от собственника напрямую. Давайте просто спрошу. Если поможете, я буду благодарен. Моя визитка. Вот это получается, да? А если выше, чуть дороже будет, смысл не меняется, правильно? Да, вообще ценообразование такое, что на первом этаже с выходом к бассейну самые дорогие. Самый топ. А потом второй самый демократичный, а потом раз, и на $2000 поднимается. А если мы рассмотрим вот это и сюда, это же закатную сторону, здесь посмотрим другой проект или уже стоит, да? Нет, здесь частный сектор. Тут домики. Закат. Будет видно закат, да. Надо этаж все равно брать повыше от третьего. Я понимаю. То есть вот в этом месте здесь уже плюс квартиры? Значит, посмотрим. По-моему, нет. Все квартиры One Bedroom Plus и двушки, они смотрят во внутренний дворик. Я понял. Специально сделано так, потому что так. Окей. Ладно, пойдем тогда в этот. Есть прям совсем маленькая такая вот, да? Давай с нее начнем. Студия. В общем, мы сейчас находимся в планировке, такая самая стартовая
по размеру, это 28 квадратных метров. Она больше как студия, потому что здесь у нее одно спальное место. Но такой очень прекрасно подходит индивидуальным путешественникам, которые любят на Вантау приезжать, отдыхать, тусоваться, в общем, и вот наслаждаться районом. По отделке, то есть пол, потолок, обои. На полу у нас кварц-винил, но если это первый этаж с выходом к бассейну, там будет плитка из-за повышенной влажности. Везде кондиционеры, это Daikin, японские инверторные хорошие модели. Плюс на стенах у нас будут обои. Во всех своих проектах мы делаем обои, не под покраску. И что входит вообще в стоимость квартиры? В любом случае, там мебель, без мебели, всегда будет встроенная кухня с сварочной поверхностью, с вытяжкой, вот этими шкафчиками, просто без бытовой техники. Приятно. Сварочная поверхность? Это как вот видишь, такое есть, такое? Да. Да. Я просто люблю, то есть я мне потрогать, пощупать. Посидеть, вот посидеть. Что касается бытовой техники, возможно... Жить там тоже. Я люблю как бы получать... тактильный опыт. Да. Что касается бытовой техники, можно ее заказать, чтобы застройщик ее поставил? У нас нет пока такой опции, так как это не очень удобно этим заниматься. Если появится, предложим вам, конечно. Просто бытовая техника быстро тут приходит, покупаете, через 2-3 дня она вам уже привезена. На свой вкус и цвет. Просто у нее разные установочные штуки. Если я хочу Все просто нет. У нас есть подвод, вывод и на балконе, и здесь, если стиралка или посудомоечная. Плюс будет встроенный шкаф всегда, кондиционеры, вот такая встроенная тумба под обувь. Да. И вся сантехника в ванной комнате всегда тоже входит в стоимость квартиры. Двери будут, это мы просто их не сделали. Понятно, туда-сюда. Я понимаю. Вот, пожалуйста, тоже в шкафчике уже развешали рубашечки. Да. Подойдет здесь? Подойдет? Можно? Можно вот только свою повесьте. Да. Никто не заметит. 100%. Да. Это хороший цвет, мне нравится. Итак, продолжаем разговор. Здесь также пример потолка 1 и 7 этажа, потолок 2,8. Это после стяжки уже. А если со 2 по 6, то 2,65 потолок будет. Это из-за того, что мы у моря, есть зональность, поэтому не можем строить очень сильно высоко, как хотелось бы. Также текстиль на окнах, он тоже входит в стоимость квартиры, то есть шторы blackout непрозрачные. И в каждой квартире обязательно балкон. Мне кажется, проще поговорить, что нужно докупить в эту квартиру от застройщика. Вот я покупаю базу, то есть очень много чего в эту базу входит. Что нужно докупить? Что в обязательном порядке нужно, что не входит в базу? Да, давайте. Это прям 5 моментов. Да. Постельное белье, полотенце, кухонная утварь, ложки, вилки, поварёшки, стиральная машина, холодильник, микроволновка. 6, да. И тапочки. Обманул. Да. Тапочки. Да, зубная щетка. На кого больше рассчитана вот эта квартира? На долгосрочную аренду или на краткосрочную? Все-таки там до месяц, может быть, 2, кто-то вот приезжает, месяц, 2, 3 максимум. Да, потом они релоцируются, какие-то сменяют место и так далее. И чаще всего бывает так, что между нашими тайтлами пожил в тайтл Наравай, потом в аэропорт, вот как вы будете, и потом здесь. То есть вообще наша задача как застройщика предложить максимальное количество точек опоры, отдыха, проживания на всем Пхукете. Давайте посмотрим побольше квартиры. Давайте. Для семей. Да. Квартира односпальная. Это уже не студия, такая более полноценная односпальная квартира. Почему? Спальня отделена от гостиной стеной. Это такая более ходовая планировка. Сюда прям уже можно и на несколько месяцев, 3-4-5 спокойно жить. И одному, и вдвоем. То есть тут вы посидели, отдохнули, поработали, там всеми остальными делами позанимались. Внутри также есть санузел. И санузел тоже комфортного размера, кстати. Хорошая душевая. Это хорошо. Как в этой студии жить, правда, лонг-терму невозможно практически. А это вот для одного человека, то есть ты здесь, у тебя даже здесь, я бы сказала, для двоих. Даже для двоих, но вот одному это просто, мне кажется, перфект, что у тебя есть отдельно, ты здесь спишь, ты здесь ешь, кофе пьешь, там купаешься и отдыхаешь, работаешь ты рядом недалеко в коворкинге. Да, идеально. И здесь 30 квадратных метров. А здесь уже побольше, 33. 33 квадратных. О, это как в этом, в студии, помните, было 33 квадратных метра. Там они жили, по-моему, вчетвером. Там Таня Шац, Бочарик
еще кто-то был, 4 там было. Было 4 человека в 30. В принципе, если диван раскладной, можно вчетвером здесь разместиться. Не очень большой, не очень высокий уровень жизни. Итак, сколько это стоит? Вот это удовольствие 4800. Это в батах. А дальше мы даем вам скидки, раннего бронирования и так далее. И получается вообще очень приятно, наверное, 4500. Где-то 4500 бат. Ой, миллиона бат. Посчитаем по максимуму. 4800. Мы поделим на 33 квадратных метра. На 33 метра, я шучу. Ну, да. 145 тысяч долларов. 145 тысяч. Да. Тысяч долларов, Да. 145 тысяч долларов. Разделим на 4 платежа и получим 36 тысяч долларов. Если у вас есть 36 тысяч долларов, можете нанести первый платеж и потом... Несите сюда. Да, несите сюда. По реквизитам, указанным ниже. Да. И это сдаваться будет, в принципе, всегда недорого. То есть на это есть спрос. А арендаторы здесь, условно, там, молодые парни, вот вы давно здесь живете, по-любому приезжают парни молодые, которые только приехали сюда, устроились на остров, на работу каким-то снизовым, ну, там, стажером, условно, менеджер отдела продаж. И вот для него вот такое, мне кажется, самое... Да, ну и даже студия 28 квадратов. Ну, для одного человека. Блин, год жить в студии или там полгода. Ну, в общем, на любой бюджет можно подобрать разные квадраты. Да. Супер, супер. Ну, это прям квартира. Это прям, да, для проживания, такая приятная, просторная. Такая квартира, конечно, будет пользоваться спросом больше у семей, понятное дело. Тут размещение 2+2, а там нежданные гости на диване также могут лечь или на балконе. Вот. Тут 2 санузла, 2 спальни, такая планировка, распашонка. Побольше места на кухне функционального, поработать, поготовить. Вот, и хорошая обеденная зона, совмещенная с гостиной. Таких вообще больших планировок в проекте всегда специально меньше делается, да? На них есть хороший спрос. И они у нас распродаются там в первые несколько месяцев пресейла. Ну, надо сказать вообще, что на Пхукете и на Бангтау в частности двухспальные апартаменты всегда в дефиците. То есть они быстро распродаются, и когда нужно их искать в аренду, их тоже днем с огнем не сыщешь, потому что их разбирают семьи очень быстро. Да, они всегда востребованы. Да, отели же тоже предлагают, но если мы сравним цену проживания в отеле и в кондоминиуме, это будет там 30% разницы. Люди, конечно, сейчас ориентируются на проживание в кондо все-таки. А вот мы с вами говорили за столом про One Bedroom Plus и вот Two Bedroom. Насколько вот такую купить будет стоить дорого? Мы с вами рассмотрели за столом квартиру за 8700, которая 303-я. Вот. А что с этими квартирами? Ну, такая будет от 9600 начинаться. One Bedroom Plus оказалась, кстати, самая популярная планировка. Знаете, в чем хитрость? Там размещение тоже 2+2 может быть, а стоит оно меньше, чем вот там все-таки, давайте так, будем честны, там все-таки спальня неполноценная. Детская. Да, там плюс она называется One Bedroom Plus. Да. Но если мы хотим полноценные 2 спальни, согласна. Тогда я хочу понять этот лак. Там, понятно, что там, если 500 000 разницы, лучше купить полноценную. Если там 5 миллионов разницы, тогда, наверное, на One Bedroom Plus мы остановимся. Да. Ну, например, вот такая будет стоить на том же этаже. Здесь они у нас просто очень... Ну, 9100, например. Вот, типа, скажите мне номер и блок. Давайте так. D? Даже нет. Вот. D301. D301. Вот она. Сколько квадратов? 10, она 76 квадратов. 10,5. Вот так вот. Разница 2 миллиона, серьезная разница. Да. Не 500 тысяч. 2 миллиона больше. А 321? 69 100. Ну вот здесь разница уже меньше миллиона. То есть здесь 8700, 9100, вот это вот 400 тысяч. Вот, то есть можно найти полноценную двухкомнатную квартиру в вашем проекте, переплатив всего 400 тысяч, это 5%. А вы, так понимаю, такую скидку даете при сейле? Да. Все цены указаны по ГРОСу, да, и делаем еще скидку раннего бронирования, плюс 5%. А ручку не захватили с собой? Ручка есть. Вот. Ага, вот, можно мне? Это А321. А321. Или Б313. Они равнозначные и по расположению. Или Б313. Угу. Да, тоже 9100. Да, и вид и там будет хороший, на внутренний дворик. Вот. Ну что? Давайте квартиру посмотрим. Давайте. По гостиной мы поговорили, да? Это, я так понимаю, все-таки не основная... Вот это основная мастер-бедрум, да? Да, потому что вход... Давайте. Здесь у нас просто вход, и мы заходим сюда и попадаем... Рассказывайте. И, кстати, то есть, во-первых, почему она мастер? Вход в санузел только с нее изнутри. Дальше то, что
очень, оказывается, нужно нашим покупателям и агентам тоже по обратной связи ванны полноценная. Мы ее не везде, конечно, сделали, но вот здесь она нужна оказалась. Я думаю, что ванны в том числе связано то, что поехали много покупателей из России, а люди в России привыкли в квартире иметь ванную. Да, и они уже не готовы мириться. Да, и типа как мы так будем брать квартиру, тем более там какую-то большую без ванны. Да. И вот стали появляться. Это скорее пожелание жен, нежели мне вот вообще никуда не надо. А вот да, кто хочет. Да, вы с лепестками роз не будете там, наверное. С лепестками роз не будете лежать. Абсолютно. Нет, если не пригласят, то только по дню рождения. Ну и поскольку сейчас люди стали, появляется больше релокантов, которые переезжают на Пхукет на долгие сроки, там от полугода, детей в школу отдают, такая, конечно, ванная будет нужна именно вот такой категории людей. Окей. Дальше пойдемте. Давайте сейчас зайдем в ванну все-таки, я бы посмотрел. Мне нравится, что ванна большого полноценного размера. То есть здесь в целом можно вдвоем принимать. Там один здесь, это как бы ускоряет некоторые процессы. Вот, с тобой здесь не тесно, мы же находимся вчетвером в этой ванной комнате вместе. Да, вам не душно, никому, нам хорошо, да? Все отлично. Душно? Да. Не душно же? Нет, не душно, и о том, что и мы не задеваем друг друга, мы не толкаемся. То есть можно там руки помыть, ноги, там, собаку полоснуть. В этом плане. Да, кстати. Удобная раковина, потому что иногда тайские застройщики делают очень маленькие раковины, что неудобно здесь разместиться. Ну и плюс места для хранения тоже актуально. Из того, что мы видим, входит все, я в декор молчу, имеется в виду, что и винишный душ, и там вот эти все держатели для... да, все, что прикручено. Все, что прикручено, да, все. Кроме полотенец, кроме элементов декора, то есть зеркало... Входит. Вот. Не открутим. Вот, чек. Вот, я понимаю, я вот человек новенький здесь, поэтому мне интересно, я понимаю, что не будет. Как Вова сказал, переворачиваем и трясем. Да, все, что из квартиры выпало. Да, после вас. Ну и также по отделке хочу сказать, что не будет, естественно, картинка, но и так далее. Это что ж по своему вкусу, искусственных цветов тоже не будет. Телевизор мы тоже сами покупаем. Да. Холодильник, микроволновку и стиралку, это я запомнил. Шторы у нас входят, ковров нет. Стулья, столы. Обеденная зона будет, шкафы, вот эти вот тумбочки, кровать, диван. Это все. Я покупаю только сюда. Постельное белье. Сейчас, первое. Давайте я. Рассказывайте. Не перебивайте. Да, не перебивайте меня. Так. Итак, поехали. Телевизор, холодильник, микроволновка. Это купили. Поехали в магазин за один раз. Потом мы купили матрас, пододеяльник, наволочки, халаты, тапочки. Привезли. Помогайте дальше. Полотенца разного размера, кухонная утварь, это ложки, вилки, поварёшки, это все. Вот. Ну и все, и самого себя. Здорово. По большому счету делается за один день. Это один магазин бытовой техники, один магазин типа English Home или там какой-то домашний, какой-то. И еще один домашний с этими, типа Leroy Merlin, или как он называется здесь, я не знаю, где вот ложки и вилки продаются. Это все у нас все в одном. Все в одном магазине, условно, вам в два магазина. Два магазина заехали, и они у нас находятся рядом. Все, супер. Приехали, купили, через 3 дня уже укомплектовали. Было бы здорово в Порт-де-Пхукет купить все и принести через эту калитку. На Порт-де-Пхукет, к сожалению, там рестораны в основном. Да, вы только если только тарелки соберете с ресторана. Ложечки. Так нельзя делать. Вы плохо обо мне думаете, мы вырежем это все. А вот смотрите еще раз, балкон тоже пустой будет, да? И туда надо купить еще столик, пару стульев, ты так понимаешь, да? А на балконе мы даем столик и стулья. Если это первый этаж, это будут лежаки вот такие и бассейн сразу. Если с 2 по 7, это вот столик и стулья просто посидеть. Тоже понял. Да? А на первом этаже здесь будет выход к бассейну. Да, и вот с такой террасой, просто по ступенькам сразу. Терраса будет такого же размера? Да. В каждой комнате, даже в гостевой, есть свой индивидуальный выход в туалет. Я не знаю, почему у меня такая зацикленность на туалетах, но я просто не встречал этого, а это очень удобно. То есть мастер бедрум все уже привыкли. Но здесь также вы привыкли друзья, там, соседи. Да, конечно. То есть ребенок там или там сосед не бегают через выяснить в гостиной, там, он зашел, сделал свои дела, вышел и пришел за стол уже чистый, одетый. Опрятный, свежий, чистый. Не нужно в полотенцах бегать по всему дому друг от друга. Да. Или друг за другом, я даже так скажу. Окей. Ну да, это прикольно, функционально. Здесь тоже у нас встроенный шкаф. Шкаф тоже входит в стоимость квартиры везде. Вот, но это по своему вкусу все делаете. Текстиль будет, там, обои на
Супер. В стенах тоже будут. Для второй спальни довольно много места. Да нет, отлично. Здесь Да. метров, Ну да, ну 13,5-14, если не ошибаюсь. Больше? Размер? Да. Не могу сказать, но я думаю, что здесь где-то 3, Ну, 3. 2,5, наверное, метра, а здесь, может быть, 4,5. Здесь 3 точно, потому что кровать 2. Ага, значит, 3. Мгм. 3. 3 на 4, я бы там, а то и 3 на 5, наверное, даже. Да. Полноценная комната. Да. Если чего не хватает для меня, это рабочей зоны какой-нибудь, но ее можно где-нибудь в другом месте организовать. Ее можно То организовать есть вот здесь. для айтишников Да. всяких, да, то есть когда мы говорим про диджитал номад, это понятно, но это, конечно, возможно, много ребят покупают молодых Да. из диджитал сферы, Мгм. и всем нужно, конечно, рабочее место, стул. А для этого у нас будет коворкинг на территории, чтобы Коворкинг? дома этим не заниматься и не нести работу в дом. Отличная идея. Ну, в принципе, да, сюда очень хорошо встанет Да, вот рабочая... как раз сюда просится либо Да. туалетный столик какой-то, либо рабочее место. Сюда. Прекрасная двушка за 9 Это вот 100. за 900, 100. минус еще скидки, рассрочка беспроцентная, и вот вы получаете прекрасный дом своей мечты. Спасибо большое, Светлана. Да. Спасибо Да. вам Спасибо за огромное. время. Спасибо. Да. Будем дружить, будем инвестировать. С удовольствием.